Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня мы вспоминаем самые трагические случаи, которые произошли в жизни известных артистов и их родных в уходящем году. Безусловно, наибольшую известность получила страшная семейная трагедия известного певца Стаса Пьехи, которая произошла в феврале этого года. Во время отдыха на турбазе Алтайского края в результате нападения медведя-шатуна погибла супруга Стаса Петрасовича. Стас Пьеха до сих пор винит себя в этой трагедии и не может простить себе, что не спас свою жену. Легендарный советский актер, член антикоррупционного комитета Александр Анатольевич Ширвинд перенес в этом году две страшные семейные драмы. Трагическая история о внуке Александра Ширвинда стала известна еще год назад. Андрей Ширвинд совершает разбойное нападение на своего легендарного внука и оказывается в местах лишения свободы. Принципиальный дед не пожалел своего внука и поступил по совести. Однако весной этого года Андрей Ширвинд ушел из жизни в местах лишения свободы в результате остановки сердца. Ну а буквально несколько дней назад погибла и внучка Александра Ширвинда. Находясь на гастролях в Китае, она стала жертвой страшного землетрясения. Два известных российских певца Александр Розенбаум и Стас Михайлов потеряли своих родных дочек в результате онкологического заболевания, рака крови и рака кишечника. Трагедия произошла в августе этого года. Известный актер и член антикоррупционного комитета Александр Домогаров потерял в этом году второго сына. В октябре этого года Александр Домогаров-младший разбился в страшном дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы. По роковой случайности первый сын Александра Домогарова также погиб в результате ДТП. Известная певица 90-х годов Алена Апина перенесла страшную семейную драму в марте этого года. Дочь Алены Евгеньевны Ксения Иратова, двигаясь на электросамокате в центре Москвы, попала под колеса троллейбуса. 22-летняя девушка погибла на месте. Невозможно без содрогания вспоминать и страшную семейную трагедию известного композитора Игоря Николаева. Единственная дочь Игоря Юрьевича, Юлия Николаева, в июне этого года, находясь в Америке, в Майами, на одном из городских пляжей, стала жертвой нападения тигровой акулы. Несчастная женщина вначале осталась жива, ей ампутировали руку и левую ногу. Однако Юлия Николаева не захотела жить инвалидом и наложила на себя руки. Золотой фонд советского кино. Легендарная актриса Алиса Бруновна Фрейндлих также перенесла страшную трагедию в уходящем году. В марте этого года в городе Сочи в результате несчастного случая во время съемок фильма погибла внучка легендарной актрисы Анна Тарасова. 25-летняя девушка на большой скорости упала с лошади. Маша Распутина. Полуторагодовалый внук известной певицы выпал из окна 4-го этажа высокоэтажного дома в городе Москве в мае этого года. Молодые родители-студенты ушли на лекции в институт, а ребенка оставили под присмотром няни, что и привело к летальным последствиям. Печально известный внук украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, который совершил ряд тяжких преступлений в 2022 и 2023 годах на территории Украины и Соединенных Штатов Америки, осенью этого года по решению американского суда и применения электрического стула ушел из жизни. Страшная трагедия известного певца Александра Буйнова.
Внучка эстрадного певца в феврале этого года выходила замуж за турецкого бизнесмена. Однако стала жертвой трагедии страшного землетрясения. Несчастье произошло прямо во время регистрации брака. Погибло много гостей и сами молодые супруги. В сентябре этого года навсегда потерял свою любимую маму известный телеведущий Борис Корчевников. Мама Бориса Вячеславовича ушла из жизни в результате тяжелой травмы после столкновения с электросамокатом. Колоссальная семейная трагедия известного певца Николая Баскова широко обсуждалась летом этого года. В новой квартире Николая Викторовича обвалился балкон, в результате чего погибли его домохозяйка и мама. Мама Николая Викторовича долгое время находилась в реанимации, но в октябре этого года в результате тяжелых травм ушла из жизни. Любимый внук известной эстонской певицы Анны Веске погиб в январе этого года в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. 17-летний Йозеф приезжал в столицу России для участия в музыкальном конкурсе, однако все закончилось весьма трагично. По данным СМИ, Анна Веске до сих пор не может прийти в себя после страшной трагедии. Внучка известного советского актера Михаила Державина Елена Петрова погибла в мае этого года в результате несчастного случая в Кавказских горах. В июне этого года трагически погиб сын известного советского актера Леонида Куравлева. 50-летний мужчина разбился в страшном ДТП в Санкт-Петербурге. Отметим, что годом раньше также ушла из жизни и дочь Леонида Куравлева. Она утонула в бассейне фитнес-центра. В следующем видео, которое выйдет завтра, 30 декабря, мы продолжим вспоминать известных артистов и их родных, которые ушли из жизни в 2023 году. Уважаемые зрители, в знак сочувствия пострадавшим артистам предлагаем поставить вам лайк под видео и написать теплый комментарий.